Представители знака зодиака Близнецы. Здравствуйте, мои дорогие Близнецы. 2025 год. Чего ждать? События будущего. Как изменится ваша жизнь? Давайте узнаем через подсказки карт. И давайте допустим, что жизнь не бывает полностью предсказуемой, скорее всего, в 2025 году. Мы будем где-то зависеть от внешних обстоятельств, развития событий. Нам придется и себя организовать по-новому. Может быть, на что-то решиться, скорее всего, так. Должна сказать, что планетарно для вас, мои дорогие Близнецы– это достаточно удачный год, и даже не год, а период времени, который может быть длиной в 20 лет, поскольку Плутон находится в знаке зодиака Водолей. И для вас это добрые энергии. Кроме всего прочего, еще и Юпитер находится на начало года в вашем первом доме гороскопа, и это символично вашему новому «Я». В июне месяце Юпитер перейдет во второй дом вашего гороскопа, и это дом финансов. Поэтому в целом ваш новый статус, ваши новые возможности, плюс где-то с середины года, может быть и в начале кто-то прочувствует это раньше, как новые возможности заработка. Может быть, для кого-то из вас уже вторая половина года принесет прекрасные результаты в плане денег. Но здесь вы можете совместить очень важные составляющие нашей жизни. Личная жизнь и ваши амбициозные планы или честолюбивые планы, ваши возможности в плане финансов. Здесь могут выстроиться в один красивый узор. Но еще на начало года января, скорее всего, не будет какой-то такой долгой раскачки. Я могу предположить, что для вас это будет где-то время активных действий, пусть, может быть, не с первых дней года, но все же, поскольку Уран, планета перемены, изменений, находится в знаке зодиака Телец, и Телец это символизирует для каждого из знака зодиака, ну, в целом по гороскопу, как символ нашего благополучия. Поэтому что-то к благополучию такому уверенному вы будете в январе уже организовывать, обустраивать. И я могу предположить, что это не новая будет, может быть, ситуация, а она будет связана с событиями или отношениями, или работой, или финансами, которые уже сложились в 2000 или на 2024 год. Давайте пойдем вперед. У нас сегодня две колоды. Таро и оракулы. Оракул сердца, ангелы сердца, так она называется. И мы узнаем знаки судьбы, подсказки, достанем карту совет. Но первые карты мы раскроем на картах Таро. Что завершится или от чего вы откажетесь сами? Первая карта. Что нового войдет в вашу жизнь? Важное событие или чем вам запомнится 2025 год? Неожиданности. Что вас будет радовать, что вам будет помогать в 2025 году? Смотрим энергии. Что может помешать осуществить задуманное? Событие, которое изменит вашу жизнь. Событие, которое заставит измениться вас. И что нам скажут карты оракула? Каковы знаки судьбы или, может быть, как сфера жизни, которой придется уделять больше внимания, согласовывать? Каковы же знаки судьбы для вас? Приступим. Что же завершится? У кого-то напрямую суды завершатся или какой-то период неопределенности, больше ясности, больше эмпатии, больше гармонии в душе. По финансам, по, может быть, важным договоренностям, составлению важных бумаг, подписанию каких-то договоров. И если мы говорим о Уране в знаке зодиака Телец, который еще в ретро-движении, то тут действительно могут проиграться завершение тех процессов, которые были уже начаты прежде. Всегда причина и следствие идет по аркану справедливость и составлению юридических бумаг, может быть и так. Или есть такой момент,
когда, допустим, прежде мы сделали что-то хорошо, и нам высшие силы возвращают, может быть, через помощь других людей, для нас возможность, когда мы можем что-то сделать для себя хорошо. Сделать не просто хорошо, а сделать это еще и на бумаге, таким образом получить больше надежности. Может эта карта свидетельствовать, опять же, если через причину и следствие, что мы, если в прошлом сделали не очень что-то хорошо, и есть ряд вопросов, которые нам придется тоже рассмотреть, завершить. Есть и такая концепция, когда в течение января мы можем пересматривать договоры, контракты, соглашения именно с приставкой «пере», Уран в Тельце, в ретро-движении. А февраль-март– это уже прямое движение, поэтому где-то больше активности, я могу, по крайней мере, так предположить, даже астрологически, будут уже сопряжены с февралем-мартом. Но еще и в январе вы именно будете для себя что-то прояснять. Больше ясности и в целом больше толку будет в самом начале года, это точно. И поэтому то, что будет завершаться, это окончательно. Что-то как вердикт вы будете выносить, мои дорогие близнецы. Что же нового войдет в вашу жизнь? Это нам выпадает королева Пентаклей, но в целом мы смотрим энергетику карты. Так вот, это та персона, которая из хаоса умеет отстроить порядок. Это та, которая умеет отстроить благополучие буквально с нуля. Для кого-то изменения в вашей личной жизни. Пусть королева Пентаклей меня смотрят мужчины. Для вас мужчина это может означать как важная женщина в вашей жизни. Для кого-то это вопросы семьи, для людей семейных вопросы дома, вашего места пребывания. По этой карте для всех, мои дорогие девочки, это вы будете обустраивать ваше жилище, делать его более комфортным. Для кого-то это может быть как то, что вы планировали, может быть, как ваше хобби. Или то, что было на уровне ваших мечты, может быть, или ваших планов неопределенных. Вот здесь сконцентрируется в один какой-то узор, и вы будете знать, с чего начать, как продолжить. Правда, какая-то концепция, какая-то стратегия и тактика по карте королевы Пентаклей всегда проходит. Это наша идея, которую мы превращаем в реальность. И вы будете какие-то свои идеи превращать в реальность. И опять же, новое качество жизни. Прекрасная энергия, надежности, благополучия. Я бы сказала, иного качества жизни входит в вашу жизнь. И это словно вам по судьбе. Давайте узнаем важное событие или чем запомнится вам 2025 год. А вот вам не хочется себе навредить. Может быть, опять же, продолжая тему королева жезлов, мои дорогие мужчины, для кого-то это может быть сопоставимо с важной женщиной в вашей жизни. Может быть, это какие-то даже вопросы по вашим заработкам как руководитель. Может, кто-то пишет труд, проект, кто-то креативит, создает что-либо, да, и есть какие-то контакты тоже с человеком, который, ну, с одной стороны, знает, как это осуществить в реальной жизни. С другой стороны, вам не хочется себе навредить, и вы хотите более плодотворного сотрудничества. С одной стороны, вам интересны планы какого-то человека, и вы пытаетесь совместить с какой-то выгодой своей. Вот это тоже может быть такое. Почему так говорю? Потому что по королеве жезлов это та, которая уже имеет богатый опыт, причем тот опыт, который может быть печальный, даже опыт в прошлом, но именно теперь он приносит сильную позицию, потому что мы умеем согласовать некоторые моменты нашей жизни, с которыми прежде мы не могли примириться. Эта карта говорит, что буквально молчание или, может быть, не развитие конфликта, не создание, вот именно с приставкой «не», каких-то обстоятельств, которые усиливают конфронтацию, нам помогают осуществить буквально задуманное, важное событие, которое вам запомнится. Вы себя как будто изнутри перестраиваете совершенно, ну, в другой фарватер. И этим вам может запомниться 2025 год. Именно с позиции не навредить самому себе или самой себе. Всегда страстное желание осуществить проект проходит по этой карте. Это для всех. Как и для девочек, так и для мужчин. Но некоторая осторожность. Может быть, когда для кого-то из вас
Это как возможность заработков или работа на дому может как раз вот эти две карты символизировать. Или когда вы задумаетесь о смене статуса, все же две королевы, вы будете в центре внимания, мои дорогие близнецы. Когда две королевы выпадают, о вас могут много говорить, словно расширяется ваш социум. Горизонты возможностей расширяются тоже, но среди вашего общения много тех людей, которым вы попросту любопытны. И где-то вы чувствуете, что, ну, не всем персонам я могу доверять, не со всеми я могу быть искренен. И много контактов, но уже вы их переосмысляете как-то по-другому. По этой карте вы видите возможности там, где вы, может быть, их прежде не видели. И этим вам запомнится 2025 год. Может быть, то, что было прежде на паузе или не было возможности осуществить, здесь будет решено, согласовано, подписано и в последующем реализовано. Но будьте внимательны, две королевы всегда говорят еще и о том, что о нас могут сплетничать, потому что многим любопытно, как же мы живем. О себе им много не рассказывать вам будет помогать буквально. И, может быть, прежде вы уже где-то прошли определенный опыт и знаете, что открытость миру – это хорошо, но не полностью, когда вы как открытая книга. Всегда по королеве жезлов нам дает совет эта карта. Умей хранить молчание, умей хранить тайны, как и свои, так и чужие. И тогда эти энергии тебе помогают. Поэтому какое-то важное решение будет касаться не просто вас от самих, а еще и правильного взаимодействия как и с окружающими, так и, может быть, в личной жизни. Давайте узнаем неожиданности. Я бы не сказала, что это неожиданности. Неожиданным может быть какой-то ваш новый проект. Хотя не совсем неожиданный. Здесь больше, знаете, опять же, те самые возможности, когда мы понимаем, мелочей нет. Когда мы понимаем, что какое-то важное дело, оно начинается с первых шагов. Один из самых медленных рыцарей я называю марафонский забег, эту карту, что очень символично с учетом Плутона, который находится в знаке зодиака. Водолей, как и ваша стихия, это стихия воздуха. И совершенно по-другому вот этим марафонским забегом на последующие 10-20 лет вам придется пройти или что-то осуществить. Может быть, если мы говорим о качестве жизни, значит отстроить новое качество жизни. Здесь сама по себе, как и новизна, новые способы заработка. Это и те люди, на которых мы можем положиться, но и с другой стороны, это размеренность жизни. Поэтому если мы говорим, каковы неожиданности, по сути дела, нет ничего неожиданного. Я бы сказала, что сведены к минимуму в 2025 году неожиданности. Разве что это будут какие-то мелкие дела, события, новости, которым вам придется уделять внимание, может быть, как новость перепроверять, для того, чтобы знать наверняка, стоит это продолжать или имеет это место в нашей реальной жизни. Вы будете как никогда реалистом, мои дорогие близнецы. И поэтому, если проходит новое качество жизни или то, что мы с первых шагов пытаемся отстроить по рыцарю Пентаклей, это значит, какой-то путь вы продолжите. Вы словно принимаете важное решение, и пусть это касается работы, пусть это касается отношений. И это будет для вас важно как минимум лет 10-20 вперед, как по Плутону. Давайте узнаем, что вас будет радовать и что вам будет помогать. Аркан повешенный. Какая-то прежняя застывшая ситуация, она у вас должна закончиться. Может быть, это будет связано именно с тем, что вы с чем-то определяетесь, заключаете какой-то документ, подписываете важную бумагу, или происходит какое-то событие, с одной стороны, как по судьбе, с другой стороны, и в реальной жизни все-таки аркан справедливость, как я уже говорила, высокие чиновники, у кого-то суды, пересмотр документов, переподписание каких-то важных бумаг. И вот эта прежняя ситуация, она у вас завершается, если был какой-то стопор, или когда вы не могли с чем-то определиться. Скорее всего, это все
закончится. И наш человек, посмотрите, с одной стороны, по аркану повешенный всегда проходит персона, которая сама себя словно в это состояние ввергла. Почему? Увидеть с нового ракурса, уметь увидеть как-то по-другому свою жизнь собственную, так и то, что окружает вокруг, и только потом действовать, условно прицелиться или вот этот новый ракурс, новые возможности не упустить. И в последующем, даже если была какая-то пауза, или вы сами, может быть, что-то ставили на паузу, здесь для вас абсолютно очевидно. Вы принимаете важное решение, и после ваша жизнь словно идет в новом контексте. И если мы перевернем карту, как бы жизнь переворачивается, человек словно танцует. Вы будете рады. Вы примите важное решение, которое вас не просто вдохновит, а изменит и вас, и ваше качество жизни. Вот такие какие-то возможности. Но я должна сказать, что какая-то пауза, она у вас завершится. Давайте узнаем, что вам может помешать осуществить задуманное. Победа, как ни странно, карта победителя. И эта карта, она не говорит о том, что мы успокаиваемся. Нет, больше она говорит о том, что мы должны сохранять как раз эту победу, выбранные позиции. И с учетом вот этих двух карт, я говорила, вы можете быть в центре внимания, могут быть досужие разговоры, могут люди давать какие-то ненужные советы, вам могут льстить, мои дорогие близнецы. Вам нужно быть очень беспристрастным или обдумывать, что вам говорят или пытаются до вас донести. Вам нужно будет сохранять, как и собственное качество жизни, достигнутые позиции, собственные победы, может быть, по части важных свершений на работе или по части важных согласований. Ну и где-то по деньгам тоже все же жезлы, дела, работы, бизнес и деньги. Вот эту самую победу. Основная задача – сохранить, развить и продолжить. И поэтому что может помешать? Фактически вам ничто и никто не может помешать. Вы можете помешать себе тем, что победа как будто приходит. Карта ее, ну, вот, видимо, этот благополучный, даже астрологический период для вашего знака зодиака Близнецы, он может вызвать желание расслабиться и где-то ничего не делать. А карта говорит, нет, как только ты расслабишься, все пойдет где-то кувырком, поэтому не помешайте сами себе. Вот вы уже победители. Давайте узнаем события, которые изменят вашу жизнь. Рыцарь мечей. Здесь могут проходить и люди, ваша поездка, переезд, или когда вам нужно будет срочно отправиться и не отложить что-то на потом в плане как раз согласования важных документов, не отложить на потом буквально по времени, потому что потом времени, либо возможность как-то будет упущена. Вот не случайно карта шестерка жезлов. Да, сохранять нужно, но и идти вперед тоже. Для вас будет очень важно, может быть, если прежде хотелось бы по какому-то вопросу настаивать на своем или видеть только свою концепцию, направление или свою правду, а здесь нет, здесь придется быть дипломатом. По этому аркану события, которые изменят вашу жизнь. Может быть, для кого-то из вас это примирение с конкретным человеком. Может быть, это то, что произошло где-то в 2024 году. Я могу предположить, потому что аркан справедливость, первая карта, все же это тоже у нас мечи. И рыцарь мечей – это карта истины. Но мы можем с этой истиной как с флагом бегать и где-то себе навредить, пытаясь кому-то что-то доказать. А можем эту истину принять во внимание, переложить на новые обстоятельства и отстроить новую концепцию жизни. Как поступите вы? Но все зависит от какого-то вашего однозначного решения, выхода своеобразного из какого-то лабиринта, на что-то решиться, в чем-то поставить точку или завершить какую-то паузу. Для вас это как точка отсчета, по крайней мере, это я вижу так. Давайте посмотрим событие, которое заставит измениться вас. Любовь, опять же, согласование, сама по себе дипломатия. По этой карте двойка кубков – это
э, то или те люди, с которыми у нас абсолютное взаимопонимание и происходит в разных сферах жизни. Да, кубки это больше про любовь. И я должна, конечно, добавить, что личную жизнь вы не можете оставить на потом. Или вопросы вашего быта, может быть, ваших близких. Это то, что заставляет меняться вас. У кого-то, может быть, события, связанные с изменениями в жизни детей. Вполне вероятно, потому что иногда по рыцарю Пентаклей я об этом умолчала, но проходят события, перемены в жизни детей, может быть, взрослых детей. И где-то это влияет и на нашу жизнь тоже. Но я хочу сказать, что очень добрые энергии для вас, мои дорогие близнецы, в целом на личную жизнь. Поэтому даже для тех, кто сейчас в сольном варианте, нужно всерьез задуматься, так ли уж мне важно мое одиночество. Гораздо важнее, когда рядом со мной есть человек, который может за меня искренне порадоваться. Или когда более сложные, такие брутальные моменты в жизни наступают, мне есть с кем, кому излить мою душу, может быть и так. Ведь по двойке кубков это те люди, которые нас понимают без слов. Это те люди, которые чувствуют сердцем. Вот для вас важны будут такие люди. Это те люди, которые вас где-то внутренне заставляют меняться. Может быть, не быть самому слишком колючим, таким жестким, а быть более лояльным к тем, кого вы любите. Но как-то новые грани чувственности для себя открыть, новые возможности в общении открыть. По сути дела, качество жизни совершенно иное для себя изменить и сделать это все в соответствии еще и с какими-то важными бумагами, когда приходит и спокойствие, и уверенность, и надежность, и еще и новые перспективы. Что может быть лучше, мои дорогие близнецы? Правда, тут по всем сферам жизни какой-то полный баланс. И правда, посмотрите, нам карта говорит, словно ты уже встретил того партнера, которого ты искал. Есть, по крайней мере, те отношения, которые должны быть и могут быть продолжены. У кого-то это будет касаться личной жизни, у кого-то это будет касаться, может быть, по части заработков, работы, сотрудничества, может быть, и даже если мы переложим на занятость вашу или на ваши какие-то интересы, внутренние инсайты, то, что вы для себя планируете на будущее. Есть, значит, темы, мои дорогие близнецы, которые тоже вам были когда-то интересны, но, может быть, они были вами поставлены на паузу, или что-то вы не могли осуществить, а здесь как будто для вас полный вперед. Вы можете осуществить свою какую-то давнюю мечту в 2025 году. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.